Но вы представляете, как мультяшки «Симпсоны» ухитряются заглядывать в будущее? Вот они выкатывают олимпийский брейк-данс и неожиданные музыкальные коллаборации. Как будто им кто-то шепчет все это на ушко. И тут на носу уже 2025 год, а они обещают, что он не пройдет незаметно. Давайте разберемся, что из их приколов уже стало явью, а что пока в тумане. Это будет настоящее путешествие в мир мультяшных пророчеств, и мы начнем его прямо сейчас. Дональд Трамп стал президентом США. В 2000 году, в 11-м сезоне, 17-й серии под названием «Барт в будущем», главный герой Барт Симпсон заглядывает в свое возможное будущее. В этой версии событий Лиза становится президентом Соединенных Штатов Америки. Во время одного из совещаний в овальном кабинете она произносит фразу «Как вам известно, президент Трамп оставил нам бюджетный кризис». Исходя из контекста, можно предположить, что ее правление началось непосредственно после Трампа. Однако сам Трамп в данном эпизоде не появляется, а сцены с его участием, которые многие считают пророческими, были вырезаны из видео «Trumptastic Voyage», вышедшего в 2015 году. Стоит заметить, что мысль о Трампе, как политическом деятеле в 2000 году, не была абсолютно новой. В тот год он принимал участие в предварительных выборах от партии «Реформ». Однако именно пост президента он занял лишь в 2017 году. И, как оказалось, это был всего лишь первый президентский срок. Ведь 20 января 2025 года Дональд Трамп вновь стал президентом Соединенных Штатов Америки. Но, если следовать сюжетной линии, после Трампа этот пост должна занять женщина. Что ж, доживем до 2029 года, друзья. Трехглазая рыба. Во втором сезоне сериала «Симпсоны», в 4-м эпизоде под названием «Две машины в каждом гараже и 3 глаза у каждой рыбы», дети семейства Симпсонов ловят рыбу в водоеме возле Спрингфилдской атомной электростанции. Барт вытаскивает из воды трехглазую рыбу. Одновременно с этим на самой станции обнаруживаются серьезные нарушения. Хотя нельзя назвать этот сюжет совершенно фантастическим. Проблема радиационного воздействия и связанных с ним мутаций давно вызывает дискуссии среди ученых. Появление рыбы с 3 глазами выглядело вполне вероятным событием. И действительно, в 2011 году в Аргентине, неподалеку от местной атомной электростанции, рыбаки выловили трехглазую рыбу. Лично я думаю, то ли еще будет. Экология, как и радиационный фон, с каждым годом ухудшается. Так что неизвестно, каких еще чудо-рыб, моллюсков и прочих гадов нестандартной внешности скоро начнут изобиловать в наших водоемах. Культурная революция. В 9-м эпизоде 2-го сезона «Симпсонов» под названием «Щекотка и царапка» и Мардж решает бороться за удаление сцен насилия и жестокости из любимого мультфильма своих детей. Ей удается добиться своего, но вскоре ее сторонники начинают действовать чрезмерно радикально. Они возражают против установки статуи Давида в Спрингфилде, мотивируя это тем, что фигура обнаженная. В ходе обсуждения этой темы на телешоу ведущий Кент Брокман показывает зрителям статую, наряженную в брюки. Эта ситуация нашла отражение в реальной жизни спустя много лет. В 2016 году одна из жительниц Санкт-Петербурга выразила недовольство по поводу обнаженной копии статуи Давида, находящейся вблизи церкви Святой Анны на Кирочной улице. По ее мнению, такая скульптура негативно влияла на детей и портила общий облик города. В результате была организована акция под названием «О День Давида», где каждый мог предложить свою версию одежды для знаменитого произведения искусства. На время проведения акции гениталии статуи прикрыли кепкой. Друзья мои, с учетом того, что мода циклична, скоро мы все с вами станем наряжаться в кринолины и сюртуки, отправив модные нынче голые платья в дальний угол платяного шкафа. Гибрид томатов и табака. В 5-м эпизоде 11-го сезона «Симпсонов» под названием «Тамак» Гомер Симпсон, неожиданно став фермером, создает новый сорт растения – тамак, представляющий собой гибрид помидора и табака. Этот овощ, несмотря на отвратительный вкус, вызывает сильную зависимость, благодаря чему обретает коммерческий успех. Однако стоит отметить, что данный эпизод не был предсказанием появления тамака. Скорее наоборот, он вдохновил на его создание.
Один из поклонников «Симпсонов», Роб Бауэр, смог получить растение с содержанием никотина, хотя и не через скрещивание, а посредством прививки ростка помидора к табаку. И должен вам сказать, что вырастить у себя на даче столь необычное растение вы вполне можете самостоятельно и сегодня. Автомат для выборов фальсифицировал голоса избирателей. В 4-м эпизоде 20-го сезона «Симпсонов» под названием «Маленький домик ужасов на дереве 19» Гомер пытается проголосовать за Барака Обаму с использованием специального автоматического устройства. Однако машина ошибочно регистрирует его голос в пользу соперника Обамы, Джона Маккейна. В 2012 году похожий инцидент произошел в реальном мире. В штате Пенсильвания автоматическое устройство для голосования пришлось изъять из использования, так как оно ошибочно передавало голоса, предназначенные для Барака Обамы, его оппоненту Митту Ромни. Ох, уж эта злободневная тема в период проведения выборов в любой стране мира. Тут Симпсоны, как говорится, в воду глядели. Бенгт Хольмстрём был номинирован на Нобелевскую премию. В первом эпизоде 22-го сезона «Симпсонов» под названием «Мюзикл начальной школы» Лиза, Мартин и Милхаус заключают пари относительно того, кто станет обладателем Нобелевской премии. На одной из карточек Мартина упоминается имя Бенгта Хольмстрёма. Хотя в самом сериале он не получает награду, в реальности все сложилось иначе. В 2016 году профессор Массачусетского технологического института Бенгт Хольмстрём был удостоен Нобелевской премии по экономике за свои достижения в теории контрактов. Все мы под куполом. В 9-й серии 8-го сезона «Симпсонов» под названием «Загадочное путешествие Гомера», а затем и в полнометражном фильме «Симпсоны в кино» поднимается тема массового наблюдения со стороны американских спецслужб. В фильме, когда семейство Симпсонов вынуждено бежать из Спрингфилда, укрытого под огромным куполом, Агентство национальной безопасности отслеживает местоположение Мардж и ее детей во время их телефонного разговора. Сигнал перехватывается через мужчину, сидящего рядом с ними, что можно интерпретировать как отсылку к возможному чипированию людей в будущем. Эти события оказались пророческими. В 2013 году бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден раскрыл информацию о масштабной слежке американского правительства за телефонами и интернетом граждан, опубликовав данные в газетах The Guardian и The Washington Post. Примечательно, что еще в 2007 году Лиза предупреждала Мардж об этих опасениях. А еще более примечательно то, что в нынешних реалиях отслеживание правительства своих граждан уже стало вполне обыденным обстоятельством повседневной жизни. Домофон iPod. В 5-й серии 8-го сезона «Симпсонов» под названием «Барт в теневом бизнесе» показан домофон, который очень напоминает iPod, появившийся на рынке 5 лет спустя. Первый плеер от компании Apple, предназначенный для прослушивания музыки, имел схожий дизайн, а кнопка воспроизведения музыки была аналогична кнопке вызова жильцов. Падение курса рубля в 2014 году. В 20-м эпизоде 10-го сезона «Симпсонов» под названием «Старик и троечник» Спрингфилд выбирается местом проведения следующей Олимпиады. В начале серии показана встреча Международного олимпийского комитета, на которой российский представитель предлагает Москву в качестве столицы игр, аргументируя это выгодным обменным курсом между долларом и рублем. Однако ситуация резко меняется буквально за 4 секунды экранного времени, когда ему звонят и сообщают о стремительном росте курса доллара к рублю. Некоторые поклонники «Симпсонов» связывают этот момент с падением рубля в 2010-х годах вследствие введенных Западом санкций. Однако зрители старшего возраста могут вспомнить августовский дефолт 1998 года. Тогда правительство Виктора Черномырдина создало финансовую пирамиду, основанную на государственных краткосрочных облигациях, доходность по которым составляла от 30 до 50%, а иногда даже достигала 250%. Думаю, здесь стоит процитировать самого Виктора Степановича Черномырдина. «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Согласитесь, гениально сказано и подходит на любой случай жизни. Экономический кризис в Греции. В 10-м эпизоде 23-го сезона «Симпсонов» под
под названием «Политические неумехи с Гомером Симпсоном», вышедшим в 2012 году, Гомер Симпсон участвует в новостном шоу в роли приглашенного гостя. Внизу экрана бегущая строка сообщает: «Европа выставила Грецию на eBay». Эта сцена появилась за 3 года до реального дефолта в Греции, когда государство не перевело очередной транш Международному валютному фонду, что привело к глубокому экономическому кризису. Эпизод выделяется своей политической направленностью. Гомер представляет интересы среднего класса США, носит кофейник на голове и кричит лозунги вроде «Руки прочь от унитазов». Он даже выдвигает рок-звезду Теда Ньюджента кандидатом в президенты, активно борясь за права обычных американцев. Это предсказание можно считать условным. Знание ситуации позволяет предугадать возможные последствия, подобно тому, как знание маршрута автобуса помогает понять, куда он прибудет. Аналогичная ситуация наблюдалась в России в 90-е годы, когда страна едва избежала зависимости от МВФ, несмотря на случившийся в 1998 году дефолт. Небольшие государства, такие как Исландия или страны Балтии, легче становятся жертвами международной финансовой системы. Вот и в 2015-м Греция оказалась очередной жертвой международных банковских структур. Долго рассуждать на эту тему подобных предсказаний мы не будем. Здесь пусть каждый делает выводы для себя сам. Открытие бозона Хиггса или частица Бога. Бозон Хиггса – это элементарная частица, существование которой было впервые предсказано физиком Питером Хиггсом в 1964 году. В 2012 году ученые из Европейского совета по ядерным исследованиям, используя Большой адронный коллайдер, подтвердили существование этой частицы, известной также как частица Бога. Ее открытие стало важным научным достижением, поскольку оно объясняет, почему все объекты во Вселенной обладают массой. Однако, как утверждает доктор Саймон Сингх, автор книги «Симпсоны и их математические секреты», Гомер Симпсон фактически предвосхитил это научное достижение на целых 14 лет раньше. В серии «Волшебник Вечнозеленой аллеи» из 10-го сезона Гомер изображен стоящим у доски и решающим сложное уравнение. Как отмечает Сингх, решение этого уравнения дает значение, близкое к массе бозона Хиггса. Тем не менее, стоит учитывать, что с 1970-х годов существовало множество теоретических расчетов массы бозона Хиггса. Авторы «Симпсонов», среди которых есть математики, вероятно, опирались на одну из таких гипотез. Вечные символы. В хэллоуинском эпизоде «Симпсонов» 1995 года над двухмерным Гомером в третьем измерении виднеется формула теоремы Ферма. В эпизоде «Мардж и Гомер спасают чужой брак» 2006 года на бейсбольном табло отображены числа 8 и 128 тысячных, 8 и 208 тысячных, 8 и 191 тысячная, которые выбраны не случайно. 8128 – это совершенное число. Сумма всех его собственных делителей равна самому числу. 8208 – это самовлюбленное число или число Армстронга. Каждая цифра возводится в степень, равную количеству цифр в числе, и результат складывается обратно в само число. 8191 – это число Мерсенна, названное в честь французского математика Марсена Мерсенна, изучавшего их свойства в XVII веке. Это простое число, которое делится только на самого себя и на единицу. Новейшие технологии. Некоторые из этих предсказаний встречаются в различных сериях «Симпсонов», но их стоит рассмотреть вместе. Важно понимать, что все эти приспособления не являются чем-то сверхъестественным. Ведь на момент создания серий эти технологии уже существовали, хоть и в других формах. Например, в 19-м эпизоде 6-го сезона под названием «Свадьба Лизы», где действие переносится в будущее, бойфренд Лизы использует часы для телефонных разговоров. Также Лиза общается с Мардж через экран, подключенный к обычному дисковому телефону. В предыдущем эпизоде хулиган Дольф настраивает напоминание с фразой «избить Мартина», но вместо этого получает «ешь, Марта». Ничего удивительного, друзья мои. Современные технологии семимильными шагами врываются в нашу повседневную жизнь.
И никого уже не удивишь смарт-часами, роботами, пылесосами или нейросетями, во многом заменяющими нам умственные манипуляции. Предсказания Симпсонов подчас поражают своей точностью. 2025 год начался с события, которое Симпсоны предвидели задолго до его осуществления. По-моему, их давно пора переименовать в семью Нострадамусов, не так ли? А теперь, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. Всем пока-пока.